вышел, ты собрался, ты оделся, как капуста, да, и там ты уже, ну, обязан. Потом все так вдохновляет, этот снег сияет, отражает витамин D там на полную катушку. И ночью писали, И ночные, ночью, да, под фонарями, ну. По 3 часа в день на морозе, потом обед, очень здоровый обед. Раз в 10 лет, да, на Там зимнем. из 3 блюд, и потом еще 3 часа на морозе. Я не могу пройти мимо этого прекрасного вида. Я даже называю это вот на 7-м небе. Как птичка Да, подлетела подкарауливает, и смотрит. подмечает, да, везде наблюдает. И утром ушел, вечером пришел, там уже был желтый, Был стал один красным, ребенок, а потом стал синий, другой. там белый волос моего кота. А вот виновник. Друзья, всем привет! Меня зовут Александра Незвецкая, и вы находитесь на моем канале об искусстве и творчестве. А я сейчас нахожусь в историческом центре Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне, и сегодня для вас выпуск из серии «Арт-гости», интервью с художниками в интерьере их творческих мастерских. Пойдемте, будет очень интересно. Творческая мастерская нашей сегодняшней героини – это классическая мансарда художника, она находится вот на самом последнем этаже, и мы сейчас туда направимся. Лена, привет! Привет, 100 лет. 100 лет, 100 зим! Гости дошли до меня. Друзья, мы уже сразу при входе видим, что это не просто мастерская, это мастерская прекрасной дамы, художника, человека очень творческого и очень с эстетическим таким вкусом. Обратите внимание, как здесь все уютно, так что прямо даже уже со входа проникаешься этой атмосферой. Пойдемте дальше. Друзья, я счастлива представить вам сегодня Елену Прудникову, прекрасного художника. Я не первый раз в этой мастерской, потому что с Леной мы знакомы давно, мы учились на одном курсе. И я очень с большим интересом и восхищением наблюдаю за развитием ее творческого пути. За кадром мы с Леной говорили о том, что сегодня мы постараемся развенчать такой миф, если он вообще еще существует, о том, что художник – это какое-то неряшливое создание. Это далеко не так, естественно, как вы можете убедиться, не на одном примере современном. И вот Леночка – еще один прекрасный пример, которая ведет очень активную творческую жизнь и при этом остается очень женственной и элегантной. Спасибо тебе. Давайте начнем, собственно говоря, с недавних событий. Лена вот совсем буквально несколько дней назад вернулась с зимнего пленэра. Это был пленэр «Аргамач». Да, я правильно говорю? Да, это под Ельцом находится. Я впервые поехала, можно сказать, так надолго на зимний пленэр. Не знаю, что там, замерзну, не замерзну там в сугробе. Ну, я сама очень люблю пленэры, но вот, честно говоря, на зимний пленэр я еще ни разу не решалась. Вот, Лена, расскажи, пожалуйста, Да, вот это было мало на нем. Это кто-то из твоих коллег там, да, да, этот студентка Соня в последний момент вошла в картину. Я там писала и маслом, и пастелью. Холодно, конечно, ну так, если тепло одеться, то, в общем, даже это ничего. А главное, что зима бодрит, и как бы из тебя все самое все само, есть. да? А есть какие-то принципиальные отличия между летним пленэром и зимним, помимо того, что зимний пленэр холодный? Есть что-то еще, какие-то, может быть, разница в колорите? Ну, в колорите понятно, это понятно, да, всегда. Ну, какие-то вот еще я говорю, тонкости. что мороз, он, видимо, мотивирует. Ты вышел, ты собрался, ты оделся, как капуста, да, и там ты уже, ну, обязан. Ну и, в принципе, когда едешь на пленэр, что там еще делать? Ты едешь рисовать. Ну и потом все так вдохновляет, этот снег сияет, отражает витамин D там на полную катушку. Можно загореть, да, неплохо. Да, и красота, и вот это, ну, конечно, больше всего вдохновения вообще-то. Сколько у вас было по времени? Ой, у нас было 10 дней, но мы приехали позже. Я приехала, ну и сразу бегом. Ну там, конечно, ребята уже расписанные, они там по несколько и ночью писали, и ночные, ночью, да, под фонарями. Ну, не знаю, сколько, как у них энергии хватало, но очень классно. Мне, как всегда, немножко не хватило. Вот эта работа, это как бы незаконченная в процессе. Ну, это пастель, да, сухая, пастель, а вот это доделать. масло. Это я уже в последний день перед отъездом и ты тоже с натуры, да? Прям вот с натуры ну, начала с стояла, натуры, да, вот.
А краска вообще вот масляная, она не замерзает на Не холоде? замерзает, а там же все-таки более мягкий климат. Ну, в общем-то, было -7, даже -13 было. Кто-то там стельки с подогревом брал. Ну, я тоже, кстати, да. Да ничего, иногда даже жарко было. В общем-то, такой, надо сказать, не то чтобы большой, шикарный. Потому что Ну, каждая, даже маленькая работа, пастель, не пастель, это несколько часов на морозе. а вот, кстати, тоже Вот, и интересно, потом... сколько у тебя по времени тебе удавалось вот один сеанс провести именно на природе? на Ну, там у морозе? нас был, зависело от обеда, в общем-то, А. можно было и подольше, но потом мороз, он как бы тебя немножко Ну, сколько? гонит там. Час, полтора, два? Ну, больше, Больше. по Три? 3, По 3 конечно, по часа. 3, по 3,5. Там пока соберешь, уберешь, пока вот этими пастель-то там без варежек же ты пишешь, там, Мгм. конечно, пальцы отмерзали. Так что вот так, друзья, художники ведут ветерок очень подул. здоровый образ жизни. По 3 часа в день на морозе, потом обед, очень Раз- здоровый обед. Раз в 10 лет, да, на Там зимнем. из 3 блюд, и потом еще 3 часа на морозе. Так что, короче, если вы сомневались, не сомневайтесь. А как ты обычно, ты делаешь готовую работу там, или ты, вот, например, пишешь Зачем я маленький, еду, да, на маленький, пленэр? да, зачем ты едешь на пленэр? Маленький этюд, а потом ты с него, как, собственно говоря, делали большие взрослые Ну, художники, большую пишешь картину в мастерской. Да тут, знаешь, тут едешь как бы, как это говорит, освежить палитру или Ну как да, это освежить тренировка, палитру, да, ну и потому за что... впечатлением, наверное, в первую очередь за впечатлением, за эмоциями, потому что тоже вот это вот само ощущение жизни настоящей, что ты не сидишь все время в комнате, в мастерской, и ты там можешь уже что-то увидеть такое же, как бы раз тебя осенило, увидел. Ну, влюбляешься просто в любой вид, и чем дольше на месте, тем больше как бы видишь. Ну, а так всегда как бы бегом-бегом, это как 10 дней, это все-таки для меня бегом. Я такой человек медленный, дотошный. Ну, у тебя такие сделанные всегда работы, так что это Ну да, неудивительно. мне, понимаешь, я как раз хочу А, от ты этого хотела, наоборот, отделаться, да, я там, широкой. смотря на всех пленеристов, которые с пленэра на пленэр, таких прям это темпераментных, но я все время прихожу к своему все равно, что уж есть во мне, то и делается. Не, ну есть же Что действительно, могу, то и есть же делаю. действительно художники, которые, собственно говоря, их вот жизнь художника, она, собственно говоря, от пленэра до пленэра. Да, То ну есть это пишут один, на там, по, не натуре, знаю, да. по 20 пленэров в год, и, собственно говоря, вот это творческий багаж, это пленэрные работы. Ну, Но, потом я бы не сказала, что вот они такие художники, которые пишут, что вижу, что то пою. то есть они Все-таки все равно как-то они, творчески переосмысляют. естественно, да. Ну, ты сама понимаешь тоже, да, что ты видишь что-то свое, что-то там убираешь, из этого как бы отсекаешь, но обобщаешь. Ну, в общем, это важная вещь, как для художника, чтобы себя в форме поддержать, ну, и вообще для разнообразия, так сказать, художественной жизни. Но это не так, не блажь, да, так сказать. Это вот, это наша работа. Ну да, потому что, собственно говоря, как художник, ну, работает, да, как я работаю, как наверняка все Да, остальные ну, работают. любимая. Он пропускает через себя впечатления, да, и выдает их в каком-то своей интерпретации. Собственно говоря, если впечатлений нету, ну, довольно сложно что-то выдать. То есть, наверное, на каком-то времени можно, но, наверное, недолго. Все равно нужна какая-то Ну, а потом подпитка через какое-то извне. время все равно какие-то воспоминания всплывают, они там в картинах что-то добавляют. Ну, так опыт, да, художественный копится по ходу Ну, жизни. И потом это можно же, да, например, использовать там по прошествии там нескольких лет, например, ты задумываешь картину и вспоминаешь, что у тебя есть такой этюд, и ты можешь ее тоже использовать. Ну Бывает да, такое? потому что невозможно запомнить цвет, как бы ты ни хотел. Вот я вот сейчас уже начала мучиться. Ну и, Никакая фотография, как фотография не сейчас помогает, считают, что да. фотографию может заменить, но на самом деле нет, потому что фотография это одно, а натурная работа это совершенно другое. Это две разные вещи, которые, в общем-то, сложно сравнивать. То есть Ну, а потом каждый и то, и натуру другое по-своему видит, да. существует, да, но это немножко разные вещи. Когда мы говорим о том, что да, художника вдохновляет, собственно говоря, окружающая действительность, вот я не могу пройти мимо этого прекрасного вида, потому что мне кажется, что один из таких огромных плюсов этой мастерской это вот именно вид, который Лену тоже вдохновлял очень много раз и продолжает вдохновлять. Да, своим простором просто
окрыляет, можно сказать, над городом находишься, наблюдаешь. Ну, такой, да, Я классический. даже называю это вот на 7-м небе да, такой. Вот. И с этим видом у меня тоже написано несколько работ из окна, и в окне, и в Ну, покажешь пандемию. нам, да? Да, ну что-то покажу, вот, например. Если мы говорим про вид из окна, то нужно обязательно сказать вот про эти работы Лены. Это, мне кажется, ее хиты, не знаю, которые, наверное, участвуют на всех выставках и привлекают внимание зрителей своей вот этой лирикой. И Да, что уже и такой... поднадоели, наверное. Ну, даже. это тебе так кажется, но кто их не видел, мне кажется, что точно будет впечатлен. Да, и это вот еще маслом. модель известная, это Ленина дочка Да. Варвара, которая тоже идет по пути искусства, да, ну так еще пока Елена уже определилась. Ну, вообще-то она творческая, да, личность у меня, я надеюсь, что ей это нравится все. Здесь мы можем тоже узнать вот этот вот вид из окна, тут его много, вот здесь вот как бы наоборот. другого окна, Лена вот как, он, да. не знаю, как птичка заглядывает, то есть Варя сидит внутри, а Лена как птичка подлетела Да, подкарауливает, и смотрит. подмечает, да, везде наблюдает. Ну, тут она поменьше, тут ей 13 даже лет, там 10 или 9. В общем, каждый год я пыталась ее запечатлеть, как-то так подметить ее какие-то... А как, кстати, Варя, она не сопротивляется, как она, наоборот, гордится уже... тем, что ее так часто изображают, или, может быть, наоборот, как она вот вообще, ну, потому что она практически с рождения, то есть, мне кажется, Она наверное, как-то принимает это само собой, уже как приняла данность, это. да. Но она просто это, видимо, с детства уже с этим росла, потому что, наверное, первая работа с Варей, ей сколько? Наверное, несколько месяцев, да? Ну, сначала в коляске, конечно, да, у меня не сохранилось этих, ну, пока малыш спит, это все художницы делают наброски и там всякое такое, этюды живописные, там же недолго, да, там. Ну, а такая работа одна большая, ну, ей, наверное, год, да, там где-то годик. Ну, то есть Сейчас это на просто выставке. неотъемлемая часть ее жизни стала, и она уже даже, наверное, не Да, понимает, и как она вообще, так это как раз, вообще может быть замри, иначе. Замри, сейчас я увидела, о, такая раз там. Иногда специально что-то ставишь там с котом, там что-то задумываешь. Вот мы только въехали в мастерскую, и вот хотелось что-то такое новое, и пастелью, и, в общем, было так как бы пустовато, картин не было, и вот хотелось изобразить этот момент. Ну и с ней, и вот какую-то тишину там, спокойствие. А потом уже началось дальше другие сюжеты какие-то пошли. В каждом возрасте у ребенка какие-то свои увлечения или какие-то свои приколы, и ты наблюдаешь, и хочется сделать не просто портрет, а ну, что-то подметить. Ну, создать атмосферу, да, наверное, да, и именно подметить, вот этого времени. и не только ее именно времени, возможно, и другие дети, да, это переживают у других родителей, и чтобы человек считывал, ну, зритель, да, смотрел и что-то общее или из своего детства находил, или детством своего ребенка. В общем, было такое понимание, да, темы, как бы не сопереживание, но, в общем, находил что-то свое, откликалось у него. Вот, допустим, тоже вот постарше дочь стала, увлеклась укулеле, это я ее мимо шла, 2 шага увидела ее в таком виде и говорю, замри. Быстренько, да, Это быстренько достаешь. картина, да, и так это, да, быстренько достаю, подмечаю, но не то, чтобы там всегда сразу это с карандашом или как-то, главное вот этот сюжет увидеть, Но это на самом деле, запомните но его, он да. жизненный, да, и вот его передашь, вот эту какую-то правду, и неважно, как с фотографией, не с фотографией, главное, что вот подметить какое-то что-то истинное, что присуще там твоему ребенку, жизненное. А это вот, ну, хотелось, конечно, ярких красок, как-то меняться в пастели, потому что в последнее время увлеклась сильно пастелью. Вот, как бы решила такую свою нишу занять, наверное, или как-то, может да, быть. мне кажется, что пастельные сюжетные картины, да, и портреты, это, в общем-то, довольно редкое, наверное, да? Ну да, я тоже явление. так подумала, что именно И причем пастель сделать такие какой-то вот... более серьезной техникой, обратить на нее внимание, и у меня это получалось.
Вот. Ну, а потом дальше уже, когда вот она небольшая, она как-то даже как лицо миниатюрное, там такие детальки мелкие, что тоже как бы привлекает, возможно, внимание. И темы сами более камерные, и такой, знаешь, хотелось Мгм. такого Вермеера в Да, пастели, и Вермеер в без постели, да, ложной я скромности, тоже да. об этом подумала, да, что... Вот, а если переходить уже на эту, допустим, работу, это старше, это уже 14, там у меня две их работы в разных ракурсах, это тоже вот у меня ребенок так делал, что заходит в ванну одного цвета, выходит вдруг другого цвета. Или ты утром ушел, вечером пришел, там уже был желтый, Был стал один красным, ребенок, а потом стал синий, другой. там, и вот это тоже опять из темы, вдруг вся навитая выходит, ну как такую красоту и с бровями красными. Ну и вот захотел что-то такое отобразить, именно в момент тоже ее попросить. И как так цвета подобрались, и вот сделал такой портретик, и такой какое-то обращение, смотрит на себя в зеркало, или да, вот тоже подростковый такой период, когда тоже человек спрашивает, ну, кто я, как ко мне относятся, как сверстники там и прочие, вот я красивый, некрасивый, ну, то есть как-то выделиться может в обществе своих ровесников. Ну, то есть можно сказать, что у тебя, скажем так, они психологические, да, немножко портреты, то есть не просто документальные, да, а Ну вот с да, каким-то... конечно, кроме там документальности, естественно, хочется какую-то передать эмоцию, ну даже не то, что именно эмоцию, а какие-то размышления внутренние какие-то такие экзистенциальные какие-то штуки. Вот, но не всегда, в каждой работе это свое все-таки, да, нельзя одно и то же ко всем относить. А давай, Елена, расскажи тогда вот подробнее немножко про, если мы заговорили про пастель, вот про эту технику. Просто в моем понимании пастель это такая некая техника на границе живописи и графики, потому что если вот, например, да, мы посмотрим издалека на эту работу, человек, который не очень разбирается, он может подумать, что это живопись, может быть, это темпера там или масло, вот, но это как бы не совсем графика вроде, да, потому что пастельные работы, они выставляются и на выставках живописцев, и на выставках графиках их тоже можно выставлять, когда есть разделение, да, у нас просто, кто не знает, у нас и бывает разделение, например, выставка только живописи там, или выставка только графики. А пастель можно предложить и там, то есть такая интересная техника. Ну, это последнее время, наверное, можно было стало предложить и там, и там. Ну, Потому вообще- что некоторые рвутся с пастелями. Думают, ну ладно, разрешим им выставиться. Ну, я думаю, в принципе, кто как хочет, но это зависит от того, наверное, это все-таки считается графикой, потому что на Ну, потому что на бумаге, да. бумаге, на картоне, под стеклом, да, но все-таки это цвет, но цветом можно работать по-разному, вот. Но я и в живописи маслом-то, в принципе, все те же свои какие-то, и не только свои наработанные законы, как по законам живописи действую, поэтому Ну, потому хочется что считать, что... Лена, почему по законам живописи? Потому что Лена заканчивала живописный факультет Академии художеств, и поэтому, соответственно, у нее база живописца. И поэтому, наверное, может быть, и к пастели она тоже подходит как живописец. И, может быть, Да. даже поэтому мне показалось, да, что это что-то, ну, можно, да, так назвать, там, между живописью и графикой. Возможно, да, пастелью, наверное, тоже можно работать по-разному, собственно говоря, как и любым материалом. Да, тут тем же самым маслом можно более Да, графично, масло можно, кстати, да. тоже работать очень Ну, в графично. общем, все как это не парадоксально. относительно, главное результат, и потом и видение, которое вырабатывается у художника, оно важно. И как бы ты там, ну, ищешь, пытаешься и на пленэрах, и все, и, ну, к себе приходишь, и, да, вот что у тебя есть, что ты можешь, что и делаешь. Что как бы тебя ведет, что кажется, ну вот это твое, вот так вот, допустим, я делала вид, думаю, так, ну как бы давай это, расшевелись, ну хватит тюкать тут это, а все равно в А все каждом равно кусочке твою, да, любовь, у меня, она у меня что-то тоже такое такое, я бывает. У не меня могу это. бывает, да, Мне такое, кажется, что... либо пустоватым, либо это, ну, в общем, стремишься к легкости, к жизненности, ну, а каким способом, ну, как уж получается, вот. Ну, этим Посмотрим, что художник там каждый дальше. уникален, то есть у каждого свой
свой какой-то внутренний мир, который прорывается через материалы, через технику, и все равно В общем, все можно узнать про виден, художника таким образом. Да, поэтому иногда, да, бывает, хорошо рассматривать. Стараешься сделать как-нибудь там иначе, а все равно вот свое какое-то, оно все равно видно. Да. Друзья, с недавнего времени вы можете приобрести одежду с изображением моих картин. Что это такое? Это мой бренд Philosophy of Art, который я создала. Для него я использую изображения своих картин и изображения картин своих коллег. Так что таким образом искусство теперь можно не только вешать на стены, но и носить на себе. Приобрести их можно на моем сайте, ссылка будет в описании. Носите искусство. А для тех, кто досмотрел этот ролик до конца, мы расскажем, как можно получить в подарок одну из этих замечательных красивых футболок. У меня есть такая раритетная пастель, 2 коробочки, очень ценных, которую хотели оставить в музей Бродского, художника, да. Это вот замечательные женщины-художницы, мама и дочка Вера и Анна Борисовна Левина. Вот Веру я нарисовала, вот я поставила ее портрет здесь. И вот они мне подарили такую пастель французскую, да, которой, как они мне сказали, ну не именно этой, конечно, пачкой, это от родителей им досталось, они у них династия. Вот. И такой пастелью рисовал вот Дега, там и вот какие-то другие. Ее название, да, вот что-то тут, кто владеет французским, может прочитать, что тут написано. Да, в общем, я очень горжусь. Тут уже осталось немного мелков, а они просто у меня в других задействованы палитрах сейчас. Активно работаю, тут 2 этажа. Вот, ну не буду доставать, там еще 2-й этажик есть, чтобы долго не тратить время. Видите, какие прокладочки. Это, в общем, все очень здорово. Вот тоже еще коробка. Тоже. Вот, это того же времени, да? 1938-39 годов. Вот эти. Ну, тут уже, да, тоже уже разные мелки. Вот. Ой, это я уже что-то тут положила. В общем, очень красивые. Ну, и тут разных фирм, и наши, и подольские, и всякие. Начинала я с подольской папиной пастели, ну, как многие из нас. Вот. А потом такие фирмы, как Рембрандт, все, что, в общем-то, попадалось, все, что могла купить, ну, не сразу, да. Многое появилось. Вот я уже узнала, насколько важны разные материалы. Ну, то есть ты начала понимать, да, чем они отличаются, да, в чем плюсы и минусы, что тебе больше нравится, наверное, потому что есть же тоже предпочтения. Это зависит от работы, есть же еще разные основы, бумага, картон, грунты, то есть ты уже начинаешь в этом как бы применять и бумагу соответствующую, и материалы, там твердую, более мягкую пастель, цвета какие-то, да, то в соответствии с задачами, что ты хочешь, да, и карандаши еще пастельные, потому что такие мелкие, ну, небольшие портреты сложно без карандашей сделать, хотя тоже вот это, допустим, только мелкие, ну, тоже все зависит от задач. А вот насыщенность цвета, светостойкость, все это очень важно, да. Ну и абразивность бумаги, как она держит. Естественно, это есть дороже фирмы, есть дешевле. И если кто-то думает, что пастель, да, вот графика, это дешевле обходится, чем живопись на холсте, конечно, холст, да, там грунт, там это все подрамник и прочее, нужно это все оформить, потому что графика без оформления, она вообще не смотрится, в то время как живопись, в принципе, сейчас очень даже во многих таких серьезных галереях выставляют вообще без рам. То есть это... Да, оформление дороже, тем более, если захотел музейное стекло, там вообще баснословные суммы выходят. А музейное это не бликующее стекло? Да, но у меня пока обычное. Что хотела сказать, дело в том, что и сама бумага, буквально, ну сейчас везде, сейчас, наверное, и акварели, многие материалы художественно качественные, да, очень дорогие, и
вовсе не дешевле, как казалось бы, там масла там или чего-то, или холста, да, вот есть листы вот такого размера, 1000 рублей почти стоят. Ну, там градация, зависит от фирм, там подешевле, подороже, ну, в общем, тоже такое недешевое удовольствие, можно сказать. Ну, это к Ну, чему? Что если заниматься серьезно, да, чем-то, то чем-то, например, да, искусством, то есть то в как каждый любом художник случае мечтает на века, да. да, нужно к материалам тоже подойти ответственно, чтобы Естественно, да. это и Технологии было и приятно прочее, да, работать, и чтобы это и соблюдать. сохранность была тоже хорошая. А, Лена, вот расскажи просто, и на самом деле я, кстати, этого тоже не знаю, поскольку ты же училась, мы вместе учились на живописи, как вообще ты пришла к пастели, почему? Ну, с детства я ей пробовала, то есть рисовала и в художественной школе, и у меня был набор папиной пастели, и у меня получалось, ну, как вот даже ложиться, да, хотя раньше и картон был, на картоне это не очень это держится, но все равно. Вот, и так периодически возвращалась, что-то делала, типа эскизов, и смотрю, ну, неплохо получается, думаю, а почему бы мне не попробовать, как мы уже повторялись, да, Вермеера в пастели сделать, потому что, ну, что-то такое, да, и темы, да, что темы же, они тоже соответствуют, Ну, то есть найти, да, вот как мы уже говорили, камерные найти темы, какую-то они свою нишу. соответствуют небольшому формату, и не всегда формат огромный, да, может прозвучать, его еще нужно сделать, ну, то есть размер, и он тоже не с потолка же получается, то есть тема, она сама уже, тема картины, да, портрет тот же, Диктует ну, то есть, технику. да, ты же То есть там ты не когда монументалист. задумываешь, ты думаешь, ага, вот это я могу исполнить пастелью, а вот это, пожалуй, больше подойдет для масла. Само по себе может быть что-то небольшое прозвучать звонче, быть замеченным лучше, чем что-то огромное. Просто большую, конечно, сложно сделать, ну и маленькую сложно. То есть вот это то, чтобы прозвучать, и вот как-то мне показалось, что в этом я могу как-то иначе, ну, выделиться, грубо говоря, да, не хотелось как-то это слово обойти, быть Но, тем не замеченной. менее, Да, быть выделиться. замеченным в этом жанре, ну, в своем И, мастерстве. кстати, можно я добавлю от себя, что на самом деле Лене это очень даже хорошо удается, потому что она участвует в международных выставках именно пастелей, да, то есть существуют выставки, которые специализируются именно на пастелях, является, да, членом Союза пастелистов. Да. Да, членом Союза пастелистов. Он международный или он российский? Национальный. Национальный. Ну, в общем, там есть из Финляндии кто-то, но уже такой союз. Ну, то есть можно наш сказать, что да, он растет, международный, да. то есть не какой-то Потом маленький. одно время я была еще, просто сейчас не продлила членство, как бы в связи с, ну, так вот бывает. Американское общество пастелистов, это на весь мир, самое крупное, такое в Нью-Йорке оно находится. Ну, в общем, туда вступила, сразу каким-то там сигнатур-мембер меня взяли, опытным членом. Участвовала там у них в конкурсе. Но я это вступила из-за конкурсов. Они, в принципе, сами предлагают вступать. Ну, а сейчас как-то так это, не знаю, что дальше. В принципе, ты не можешь постоянно каждый месяц в конкурсе, надо же когда-то рисовать эти, Ну, потому что, рожать да, эти идеи. подготовка к конкурсу тоже занимает Да, какое-то одно и время. то же нельзя выставлять. На одном, если выступил, в другом месте нельзя, там это же самое, вот, онлайн, там не онлайн. Ну, в общем, и в живых тоже выставлялось. Да, вот как-то это увлекло все. Ну, обратили внимание, естественно, ты чувствуешь на подъем что-то, как бы можешь в этом выделить. Ну, то есть Ну, когда чувствуешь тебе отдачу, дают, да, всегда это способствует еще большему вдохновению, да, и и является потом хорошим стимулом для того, как-то чтобы куда-то продолжать там дальше. вот и по ходу там тоже в этих конкурсах много материалов разных иностранных выигрывала, поэтому тоже как-то это меня привлекало. Выигрыши, это же все дорого, эти материалы, поэтому и ручной работы, и разные. Вот. И хотелось участвовать, чего-то там выигрывать. Ну, естественно, все время поиск идей, поиск там не только портрет ради портрета, да, похожесть человека, но, естественно, правда, что этот человек существует, это он есть, и хочется добиться его сходства, как внешнего, так и чего-то внутреннего изобразить. Но, опять-таки, в каждой картине разные там подмечаешь. Допустим, в этой Веру я изобразил, ну, тут с намеком, что вот, ну, она тоже художник, да, тут, ну, во-первых... вот мы там видим в кувшинчике да, стоят кисточки, и вроде там какая-то даже работа. картина, да,
такая, ну вот тут больше на сходство и на какое-то больше портретное. Но в принципе портретное это вообще всегда задача быть похожим. Я хочу сказать, что у Лены есть такая серия портреты вот коллег, наших коллег, художников, друзей, то есть знакомых, ну, каких-то не посторонних людей, да, а людей, с которыми общаешься. Это тоже очень интересная тема. Вот, Лена, расскажи об этом, пожалуйста. Да, это вот у нас художница Тамара Камаева есть, живописец. Ну, сейчас уже мы всех, многих заражаем, не всех еще заразили пастелью. Вот, но потихоньку, да, вот и другие начинают работать пастелью, и удачно, и интересно это увидеть. И вот Тамара, одна из них, тоже пастелью работает, но в основном живописец. Это я хотела ее написать портрет однажды, вот это как раз был ковидный период, что она там беременная, ковидом заболела. Я хотела написать всю ее семью даже, но потом как-то приехала, договорились с ней, у меня возник вот такой сюжет. Я неожиданно увидела огромный мольберт в ее комнате, она тогда мастерскую там что-то подготавливала отдельно, а пока у нее была одна комната небольшая, и вот этот огромный мольберт, то есть мольберт, отражающий амбиции, да, и желание писать большие картины, и вот эта работа называется еще так «Ожидание шедевра», но мы видим девушка в положении, то есть тут двоякий смысл такой, ожидание шедевра как бы ребенка, но мы девушки непростые художницы, мы как бы претендуем на большее, мы хотим что-то создать, сделать, не только детей нарожать, да, но и все-таки как-то свои способности и свои мечты. Ну, как-то реализоваться в этом мире, не, как сказать, не одну даже, свою роль реализовать, а несколько своих ролей. Хочется, да, хочется делать, писать, это невозможно без этого, как бы просто... Мы хотим жить, а не существовать, вот что мы хотим сказать. И вот Тамара, она такой, да, там, активная, такая энергичная девушка, она все успевает, и вот мне хотелось, вот это не то, что там большая амбиция, это она красиво, как бы на фоне этого большого мольберта, как знака. Ну и вот даже она его как бы, это как задумка, да, которая может быть большая какая-то задумка или, ну, естественно, никуда не денешься, шедевр ребенок по-любому, шедевр, там сейчас счастливая женщина без детей, конечно, да, тоже как-то не то, вероятно. Вот, и что я хочу сказать, вот этот формат работы, он уже побольше. Да, вот какой здесь размер, я тоже ну, тут спросить. надо посмотреть. Здесь размер 96 на 67, то есть это 70 на 100 был картон, можно сказать. Но вот стекол-то огромных тоже попробуй оформить, да, пастель без стекла. Рисовать-то можно любого размера, но как ты с ней будешь ее куда-то транспортировать, да, то есть тоже сильно-то не выйдешь за рамки большие. Хотя есть какая-то художница, она там льдины рисует, там... Пастелью тоже? Да, огромные просто, ну не знаю, там закрепляют или как-то особо оформляют. Она где-то в Антарктиде фотографирует это, ну там у нее что-то там с экологической ситуацией, там что-то, в общем, не просто так все это делает, ну и, видимо, нравится. Ну, а я, конечно, не хочу останавливаться только на пастели, я живопись бросать, конечно, маслом не хочу. Вот эта работа называется «Александра», как можно догадаться. Да, портрет Александры. Ну, в принципе, тут как бы все понятно, и сюжет, и персонаж, образ, да, так что ну, давай что-нибудь еще покажи нам. Я хотела вспомнить, в каком-то году было. Это вот работу я написала в 16-м году. Что мне хотелось, да? Вот опять же такая девушка с жемчужной сережкой. Тут тоже вот какой-то отклик я увидела в этой. Помнишь, как мы... Но обычно я в таких тюрбанах не хожу. Да, нет у меня таких тюрбанов. Я в этом платке до сих пор хожу. Вот. Почему-то его люблю. Вот пришла я к Саше в мастерскую. Она до последнего тоже, как Тамара, там у мольберта, в общем, шедевры пишет. И вот мы там такое вот сочинили с ней, покрутила я ее, так всяк посмотрела, нашла вот такой образ, как мне показалось, более подходящий. Вот драпировочка у нее там была такая. А драпировку я до сих пор использую чуть ли не в каждом, ну не в каждом, конечно, но в общем люблю ее.
эту драпировку? Ну вот это одни из первых серий пастелей, когда вот я в 15 году вернулась. Ну как бы я их уже делала по чуть-чуть, так и раз от разу. Так не задумывалась о серьезности. А тут я решила прям все, сейчас займусь. И вот эта работа, вот тут больше как бы на уклон, на женственность, на материнство, да, и вот какой-то вот этот вот отклик, как это говорят, ссылка или на Вермеера, опять-таки, с жемчужной сережкой. Но у нас с Сашей не одна работа, ее... Да, поработали мы неплохо. Да, у нас как раз на фоне Сделали окон не одну мастерской тоже работу. тут... И она находится в музее. Я вот, кстати, только сегодня об этом узнала, прям даже А я уже, почувствовала кстати, гордость. тебе говорила. А я, наверное, забыла, но сегодня я еще раз почувствовала гордость. В каком музее? В Пензенской картинной галерее имени Савицкого. Так, ну вот еще я вижу у тебя здесь тоже из серии друзей, да, художников. Это Полина с дочерью. Да, Полина с дочерью. Какого года работа? 18-го, да. Угу. Ну, опять-таки, тут я, кстати, это ее картина, вот они на фоне, она на фоне своего же натюрморта, вот мне как-то так понравилось, тоже хотела ее портрет сделать с дочкой. Да и отдельно хотела, ну, в общем, всех не успеть изобразить, но вот что вышло более... Художники вдохновляют не только своими картинами, но еще и своим внешним видом других художников, Да, что хочется их естественно. писать и изображать. Вот еще одна наша коллега. Но это уже Карина, масло. да, Хотя у тебя, Соловьева. кстати, и в масле тоже такая пастельная гамма. Наверное, именно поэтому тебе пастели близка, потому что у тебя такая, ну, тоже мягкость такая присутствует, пастельные такие цвета довольно сближенные, ну, мне так кажется. Мне кажется, вот эта вот припыленность или воздушность, я это как воздух Ну, хочу передать. ну, Это мне как кажется, будто... пастельная гамма, и это так, наверное, называется. Нет? Да, ну, Не так называешь? я вот это осветление делаю, наверное, ну, я бы не сказала, что здесь сильно пастельная гамма такая, я, наоборот, тут где-то поярче, пографичней, а, грубо говоря, вот эту пастельную гамму, да, как бы припыленность или какая-то, где-то это как вот, как унести куда-то человека в другое вот... Ну, в общем, я хочу сказать, что это намеренно делаю. Вот, иногда мне там более контрастно хочется, но это мне не кажется пастелью. Не будем ставить на тебе Пастельное клеймо. Штамп, да, пастельного художника. Нет, Лена разная. Я хотела вам показать тут немножко пастелей вот разных, чтобы вот в одном флаконе, вот у меня палитра такая. Это вот именно для пленеров, да? Вот ты вот так вот его прикрепляешь как-то к этюднику, Да, и к этому, работаешь. к треноге прикрепляю, треноге. вот так, Мгм. вот так вот, чик. У меня теперь после этого пленера, как я приехала, ну не только у меня, вот мы с Аней ездили, и мы такие, ну что, давай теперь на пленер ходить по Питеру, что же мы, это так здорово, так вот это такое живое ощущение, да, счастье, радость, да. Ну, хотя иногда, когда рисуешь там в процессе, кажется, боже, как первый раз, как это нарисовать, я вообще не знаю, так трудно, я прям, ой, как трудно. Потом смотришь, вроде все правильно делаешь. Ну, короче, все равно выходишь из этой пресловутой зоны комфорта, которая является, да, в данном случае теплая, уютная мастерская, и делаешь то, что делаешь. И, казалось бы, пастель, что там, замахал, ну, ничуть не быстрее, чем маслом, если не дольше. Мне кажется, не быстрее. Очень Мне не кажется, быстрее, что, пока там... ну, я, в принципе, тоже работаю пастелью, но не так много, как Лена, но в масле можно взять вот такую кисть и раз за 5 минут закрыть метровый холст. Ну да, тут пастелью так точно не получится. Просто в силу того, что это мелок, да, и он как бы его, ну, просто нужно время, даже если одним цветом все закрасить. Да, ты если пока смотришь, а я привыкла, вот сидя в мастерской, смотрю и так перебираю, этот у меня мелок есть в картине, этот есть, этот нет, да, вот такую игру играешь, а там ты должен найти. Ты такой смотришь из палитры, это подойдет, нет, не подходит, нет, не подойдет, опять не хватает мелков, там это, все время ищешь, дома-то у тебя есть это время, а тут, главное, интересно, там это... Снег белый, деревья это, ну, как бы и цвета-то нету, да, казалось бы, взял, и тут это такой разноцветие, где этот белый? Вот, допустим, тут какая-то сиреневая гамма, да, и вот возьмешь белый,
Нет, он не белый снег, он же тоже цвета имеет, там голубоватый, сиреневый по тону, там, в общем, короче, все белые кончились, вот у моей коллеги Ани. Она заказывала туда, там все стерлось. Ну, в общем, короче, тоже свои сложности. Ну, все это интересно. А еще один вопрос про пастель, и, наверное, перейдем к маслу. Ты обычно работаешь на какой-то темной бумаге, цветной, или все-таки такой почти белый пастель? Или тоже по-разному, в зависимости от задачи? Зависит от колорита. Конечно, цвет бумаги, он как бы уже входит, Но он да, в определяет, да, работу. колорит работы. Да, но я вот когда тебя рисовала здесь на фоне окна, вроде как-то в контражуре было тогда, и у меня, видимо, то ли бумаги не было. Я тогда еще не знала про всякие хитрые бумаги, там абразивные, там типа наждачки такой, да, специальные и прочее. Но обычная бумага ничем не хуже, и там с разными текстурами. Я вот купила большой лист. Я люблю, чтобы ровный был, чтобы можно было натянуть. Эти абразивные ты их там сильно не натянешь, но они сами как картон потолще, то есть такие не будут волнами идти. Вот, я тебя на темный рисовала, и, конечно, мне выбеливать этот цвет было сложнее. Вот, и как-то вот эта темнота, она все равно где-то пробивалась. Но она дает такое ощущение Да, общее ощущение. погруженности работы, как бы работа вся немножко такая в полутоне. Ну а потом не всегда хочется забивать там, то есть темную нужно забить тогда, а светлую где-то этот цвет бумаги, он уже работает. То есть и легкость какую-то, как это. Ну, в общем, все от задач зависит. Продолжаю тему наших творческих друзей и подруг. Да, вот наш друг Рембрандт, друг всех художников. Ну, эта работа, надо сказать, она, по-моему, была написана специально к конкурсу, да? Или Да. ты ее раньше задумывала? Нет, раньше не задумывала. Ну, мы вместе участвовали в этом была конкурсе, и в наши 19-м работы висели рядышком, как нам повезло, да? В 2019 году тоже было достаточно такое яркое событие в Рейксмузее в Амстердаме. Была выставка-конкурс Long Live Rembrandt. Да здравствует Рембрандт. Да. Вообще был год объявлен в Нидерландах годом Рембрандта. И они там устроили разные перформансы, там в магазинах «Ночной дозор» там делали, ну, даже по новостям показывали. Ну, в общем, короче, под это дело чествовали Рембрандта и вот сделали выставку в Рейхсмузее. И мы поучаствовали с Сашей в этом конкурсе, нам помогла наша знакомая Лариса из Германии или Нидерландов, в общем, она там рядышком живет, на границе. И помогла нам, оформила нам, заявку, да, на конкурс. И там был сложный не один этап. Сначала фото онлайн, да, потом нужно было вживую показать, прислать работу. В общем, мы все с Сашей мужественно прошли, отправили свои работы. Потом Лариса с мужем там оформили, отвозили, все там вот это вот. В общем, очень был такой процесс, да, мечтательный, да, как это все будет. И потом я даже ездила туда, и, в общем-то, отлично нас выставили, можно сказать, в одном из залов таких, где... Практически в соседстве с оригиналами самого Рембрандта. Да, и такая у нас была первый зал, в который входили зрители, это вот был наш зал, и там такая развеска была музейная такая. В общем, для нас это очень запоминательное было событие. А саму картину, да, я как услышала про Рембрандт, но Рембрандт это вообще наше все, да, как многие, ну, там, вот это один из моих любимых художников, да, и вот очень хотелось написать какую-то такую картину. Я прям, как мне сообщили, что такой конкурс, это вот нам Лариса сообщила, я уснуть не могла, я лежала, и у меня там фантазировалось, вот придумалось буквально в первую ночь. И потом делала эскизы, ну вот называется «Рембрандт навстречу вечности», так сказать, вот что-то там нам через века хочется передать, сказать. Не что-то, а свое, да, такое. Но изначально задумывала я, как будто он стоит перед своей последней картиной. Но там был спор, какая его последняя картина. «Блудный сын» или там Симеон. Не хочу путать, но, в общем, и поэтому я не стала, да, вот перед последней картиной, как будто вот он смотрит на нее при свечах, да, там
кто-то шутил там, комментировал там, ну что, он в ночи вышел там в комнату, да. Ну а что, художники иногда не спят, ночью Он, просыпаются, мол, пошел идут. в какое-то место там Идут, отхожее, идут. а он, да, он на самом деле, ну, это так, это низменно, если думать, а в Нет, общем-то... я, кстати, об этом не подумала. Я подумала, что художник, мучимый один такой, бессонницей, пошел к картине и там продолжает думать, ну, просто, как, что, что понимаете, на сделать. старости лет уже как бы подслеповатым, одиноким человеком, живущим, в голову всякое приходит, ну, как бы, тем более это художник, который мыслил как-то масштабно, да, все-таки хотел донести что-то для потомков, для тех же нас, для художников, и вот как бы мы чувствуем этот посыл, и, в общем-то, хотим его, этот, можно сказать, свечу, факел передавать дальше, да, вот он несущий такой свет, ну, в общем, все наивно, искренне, ну вот, а Ну, как иначе? Художнику нельзя не искренне. Поэтому и со свечой, вот он стоит вот перед этой вечностью, вот он скоро уже как бы и чувствует его конец, но вот он вечен, живет в своих картинах, и вот он думает, что он этой картиной сказал, что он скажет людям. Ну, вы поняли, в общем. Ну вот мы еще вспомнилась у меня одна история, это же я вживую ездила туда. Когда мы только входили в зал, когда нам выставку открывали, так все было торжественно, все ждали, эти миллион художников, хотел сказать, ворвались. потом все незнакомое, Голландия, другая страна, музей, Рейхсмузей, это, ну как, кто не Как знает, Эрмитаж, Рейхсмузей в Голландии это то же самое, как у нас Эрмитаж, то есть это главный музей фактически. Да, и вот я подхожу к своей работе, и так смотрю, как с чего лаком покрыт, все ли в порядке. И вижу, видите, тут темный фон, и вижу где-то вот в этой области белый волос моего кота. Да как, его же и перетягивали, его же 2 раза вот там возили, Ну, там куда-то. кот не мог пройти мимо этого события, тоже решил. Да, и мне прямо это очень раздражало, и хотелось убрать. Ну, музей вокруг, там и какие-то охранники, и все такое. Но я все-таки это сделала. Ничего не запикала нигде. Ну, в общем, такой был момент запоминательный. Вот виновник. Виновник. Ой, тяжелый. Ау. Кстати, тоже герой ни одной, по-моему, картины. Да, да. Ой, я не хочу его прислонять, а то он А будет... то он сейчас опять залиняет оставит где-нибудь шерсть. И потом он уже не очень в форме стройной. Я его не часто показываю. Но очень милый, ну тяжеленный, прямо качаться можно. Да, моя, ты сегодня добрый, ты не спишь? Да, прям хорошо позирует. Можно попробовать погладить тут. Попробуй, Точно? попробуй. Вы можете? Ау. Не дался. Так, ну вот, возвращаясь еще к теме тоже творческих людей, тоже еще одна творческая профессия. Балет, балерина. Балерина, танцовщица, Да, да. это тоже тема Лены, к которой она периодически возвращается. Ну и вообще, кстати, художники очень... Ой, котик. Вот так вот. Он тут главный. Вот так. Самое то. Какая балерина вам? Это вот вам Кто балерина. тут танцор? Творческая профессия, танцовщица. Я еще рисовала певиц разных, Пелагею, Инну Желанную, Алену Романову. Но я сейчас уже не буду доставать эти картинки, мы можем их потом Да, мы потом... запустить в рядок. Виолончелистку Лену Т. В общем, я люблю музыкантов, художников, творческих людей, артистов. Там, в общем, всех. Короче говоря, Кто если мне вы художник, приглянулся? музыкант, балерина, кто еще, певица, обязательно приходите к Лене, и она не сможет отпустить вас без портрета. В общем, да нет, я просто люблю людей разных. И вот как бы так случаи бывают, и вот получается потом создать. Естественно, я не могла отпустить, познакомившись с такой балериной Алиной Петровской, солисткой, ведущей солисткой театра Бориса Эйфмана. Здесь вы видите ее лицо, у меня сделано несколько ее портретов. Такой же вариант еще первый, самый пастельный есть, на мой взгляд, самый удачный. А это я вот уже
в масле ее изобразила. Но это не портрет, это как бы аллегория. Ну, это образ. Да, образ, аллегория, но она послужила... Образ конкретного толчком. человека, то есть не просто, да, там. Да, но какой-то. при этом это она. Это называется картина искусства. Вот, аллегория искусства. А это работа пастелью. Это я первый раз пробовала на бумаге. Ну, в общем, французской бумаге. И первый раз и сразу, как мне кажется, удачно. В общем, эта работа называется «Муза». Вот как она моя муза. Я Да, не сколько ходила- у тебя в общей сложности вот с Алиной работ? Ну, у меня Штук где-то 7. У меня 7. какая-то одна незаконченная, Это настоящая масло. муза, точно. Да. Вот. И я хотела в каждой работе что-то найти разное, на разный подход, не как обычно сделать, да, вот как балерина так, сяк, там в какой-то позе, там, чтобы был какой-то посыл. И здесь я хотела передать, она тоже такая вдохновленная нашей встрече была, какую-то взаимосвязь между искусствами, вот балет, вот художник, да, я ее как муза представляю, чем-то ее, ну, в общем, связь между искусствами, ну, и как бы вот красиво, да, вот, на фоне вот это как раз вот здесь, вот даже вот часть портрета, вот это все здесь возле окна происходило, и это, в принципе, в общем-то, все здесь, на этом месте То создавалось. есть все работы на самом деле рождаются вот здесь, вот на этом вот самом Да, месте. и вот этот котик, он всегда помогает, он как ангелочек мой. Друзья, и мы с Леной приготовили для вас подарки, так что сегодня не просто так. Смотрите, значит, вот Лена от себя предлагает в подарок одному из зрителей вот такой вот каталог своих работ. А я от себя предлагаю футболку бренда Philosophy of Art с изображением моей картины. Значит, что нужно сделать для того, чтобы получить подарки? Нужно обязательно написать какой-нибудь хороший комментарий под этим видео. И в комментарии напишите, что вы больше хотите, каталог от Лены или футболку Philosophy of Art. Потом нужно подписаться на меня, на мой канал и подписаться на Лену в соцсетях. И желательно еще поделиться этим видео. Вот такие 3 условия. И, значит, потом рандомно, где-то через недельки 3 или 4, мы с Леной выберем по одному комментарию, который я закреплю вверху. И автор этого комментария как-то свяжется или напишет свои контакты, или, может быть, я свяжусь с автором, чтобы договориться о том, как передать подарок. То есть 2 комментария, 2 подарка. Вот. Да, еще каталог я подпишу. Да, обязательно хочу сказать, что каталог будет подписан, то есть он сразу приобретет ценность от автора Елены Прудниковой. Так что обязательно не пропустите эту возможность и участвуйте. Друзья, спасибо вам большое, что были с нами. Если вам было полезно и интересно, напишите, пожалуйста, комментарий, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. А также посмотрите другие видео на моем канале из серии «Арт-гости» и мастер-класс. Спасибо вам, друзья, что были с нами, что смотрели этот выпуск. Большое спасибо. Ну, а мы в неформальной обстановке продолжим общение. До скорых встреч. Пока. Пока.